Приветствую вас, друзья! У меня сегодня к вам последняя лекция, в которой мы будем говорить о половых гормонах и их влиянии на вес и композицию тела. Сразу хочу напомнить, что поскольку я врач, меня в первую очередь интересует патология и различные медицинские вмешательства и их последствия. Про профилактику для здоровых и гормоны у здоровых это говорит в своих лекциях Олег. А что мы сегодня будем обсуждать? По просьбам комментаторов мы решили немножко осветить тему с тестостероном. У нас будет блок для мальчиков. Будем говорить о том, какой тестостерон делает вклад в базовый метаболизм, как он влияет на композицию тела. И сравним, как будут худеть мужчины с дефицитом тестостерона, части из которых этот дефицит восполнят, а части нет. Будет ли сопоставим прогресс или нет. Женщины, оральные контрацептивы. Расскажу вам, что сейчас известно в науке, какие есть исследования на этот счет, действительно ли оральные контрацептивы приводят к увеличению массы тела. И здесь будет очень много личного мнения. Расскажу вам про случаи из своей практики и наблюдения мои и моих коллег. Немножко про другие виды контрацепции тоже затронем и их влияние на массу тела. Ну что, начнем с мужчин. С такой вот жестокой работы, где мужчинам хирургически удаляли источник синтеза тестостерона. Безусловно, делали это не для эксперимента, а по жизненным показаниям, но мы можем проследить, как изменилась композиция тела и вес мужчин через год после вмешательства. Первое. Мы видим, что через 12 месяцев от удаления вес снизился в среднем на 2 килограмма. Снизился, не вырос. Обратили внимание, потому что очень часто тестостерон, точнее его отсутствие, винят в том, что мужчина набирает вес. Что произошло с расходом энергии в покое? Вот эта строчка, мы видим, что он также снизился на 100 калорий в сутки. Всего лишь 100 калорий в сутки. Очень небольшая разница. При этом реально большая разница была зафиксирована в композиции тела. Жировая масса увеличилась на 36%, тощая масса снизилась на 30%. Вот здесь действительно внушительные изменения, и, скорее всего, тестостерон не напрямую влияет на расход энергии в покое, а через вот эти вот параметры. Посмотрим еще один эксперимент, аналогично с выключением тестостерона, но уже химическим способом, с помощью агонистов гонадотропного релизинг-гормона и ингибиторов ароматазы для выключения эстрадиола. Ну, то есть тут задача исследователей была оценить, что будет, если мы уберем и тестостерон, и эстрадиол, оба их вернем или вернем их поочередно. Человека вводили в состояние дефицита гормона или гормонов и через 3 недели оценивали расход энергии в покое. Результаты выделены красными прямоугольниками. Мы видим, что при условии наличия и тестостерона, и эстрадиола расход энергии в покое 1720 калорий в среднем. Если мы и то, и другое выключим, то мы видим 1674 калории. Разница всего в 50 калорий. Абсолютно не глобальная. Если мы вернем только тестостерон, мы видим увеличение расхода энергии на 10 калорий. Ну, то есть, в принципе, это в рамках погрешности. На основании этих работ мы можем сделать вывод, что сами по себе гормоны не имеют какого-то очень значимого влияния на расход энергии в покое. То есть, прямой их эффект на базовый метаболизм невелик. А сейчас мы перейдем к вопросу опосредованных эффектов и посмотрим, как худеют мужчины, если у них дефицит тестостерона, и одной группе мы дадим препараты, а другой группе не дадим. Если мы посмотрим по общему количеству килограммов, то разница не глобальная. То есть вот у нас группа, например, с тестостероном, вот у нас группа плацебо. Дают одинаковый диетический протокол, у мужчин снижение уровня общего тестостерона меньше 12 наномоль на литр. Мы видим, что и там
на одинаковом протоколе питания мужчины похудели совершенно сопоставимо. Но внутри этих килограмм разница есть. То есть, если мы посмотрим на группу тестостерона, как вообще выглядел дизайн данной работы. Как я уже сказала, мужчин разделили на две группы. Одним дали препарат, другим не дали. 10 недель они были в условиях очень низкокалорийной диеты, а до 56-й недели эксперимента они должны были поддержать тот результат, которого достигли за 10 недель. Сначала посмотрим, как отреагировали мужчины в разных группах на фоне 10 недель очень низкокалорийной диеты. Потеря жировой массы в группе тестостерона минус 7,9 кг, в группе плацебо минус 7,5 кг. Ну, не какая-то значительная разница. В тощей массе тестостерон минус 3,9, плацебо минус 4,8. Разница не криминальная, но уже более ощутимая, согласитесь. Ну и масса тела минус 12 кг в группе тестостерона и минус 13,5 кг в группе плацебо. То есть в группе плацебо даже побольше, но отчасти за счет тощей массы. Что произошло в долгосрочной перспективе? То есть через 56 недель в общем, когда 46 недель мужчины поддерживали то, чего достигли. Мы видим, что мужчины в группе тестостерона продолжили терять жировую массу, минус 9,4 кг, а вот мужчины в группе плацебо немножко даже откатились. Касательно тощей массы, мужчины в группе тестостерона вернули то, что потеряли. Осталось в общей сложности минус 0,6 кг от начальных значений, а вот у мужчин в группе плацебо минус 4 кг. Ну и по общей потере веса мы видим, что она сопоставима, но если рассматривать композицию тела, это не совсем одни и те же килограммы. Соответственно, мы можем сделать вывод, что препараты тестостерона, они не помогают как-то прям глобально, критично снижать жировую массу относительно тех, кто был в группе плацебо, но они помогают сохранить мышечную массу. И что интересно, наблюдали еще в конце эксперимента, уже после окончания эксперимента, прошло достаточно большое количество недель, посмотрели, как эти мужчины дальше менялись. Те, кто пользовался тестостероном, они, давайте сначала посмотрим вот сюда, вот на массу тела. Они, конечно, немножко поднабрали, но меньше, чем те, кто были в группе плацебо. Тощие массы они сохранили в целом намного больше. В группе плацебо потеряно очень немало ее. И жировой массы они хоть и набрали часть, но все же не вернулись к своим изначальным значениям. А вот в группе плацебо свои изначальные значения даже переросли, как вы видите. Ну, то есть глупо отрицать, конечно же, что препараты тестостерона в физиологических рамках, то есть тут давали препараты так, чтобы они имитировали собственную адекватную выработку. Это несравнимо с тем, что используют спортсмены. Преимущества по параметрам композиции тела, безусловно, были. Отчасти мы можем это объяснить тем, что когда мужчины худеют на экстремально низкокалорийных диетах, компенсаторно может быть снижение половых гормонов, чего, естественно, не произойдет у тех, кто использует тестостерон извне. Я вам в пример решила привести две работы, которые исследовали гормоны у бодибилдеров натуральных на фоне подготовки к соревнованиям. То есть изначальный вес 103 килограмма, нормальный прекрасный уровень тестостерона 9,2 нанограмма, это другие единицы, на всякий случай уточню, и снижение больше, чем в 4 раза на фоне обезжиривания и изнуряющих тренировок. Результат этот воспроизводится, то есть мы видим, что у другого спортсмена в другой работе аналогично, очень выраженное снижение и восстановление показателей после того, как спортсмен возвращался к своему привычному весу, к менее изнурительному тренингу. Естественно, если мы возьмем мужчину с большим количеством жира, который будет 3 раза ходить в зал и худеть на 1-2 килограмма в месяц, у него не будет наблюдаться
такого снижения, скорее всего, у него наоборот будет общий тестостерон повышаться. Но даже если человека с большим процентом загнать в экстремальный дефицит, и он потеряет очень большой вес, то у него может тоже временно наблюдаться снижение половых гормонов. Поэтому, если вы достаточно много потеряли килограмм в процессе прохождения потока, не спешите бежать. Чуть-чуть подождите, хотя бы несколько месяцев на поддержке. Это к вопросу о том, что, естественно, препараты тестостерона помогают сохранять мышечную массу тем, кто их использует. И еще вот что интересно, тоже хотела вам показать данное исследование, чтобы сформировать полную картину. Мы с вами уже убедились, что на расход энергии в покое как-то прям значительно тестостерон не влияет. Мы увидели, что он помогает немного поменять композицию тела. Но для этого тоже надо постараться. То есть надо соблюдать диету, надо тренироваться. А что происходит просто с мужчинами, которым из-за дефицита тестостерона назначили терапию и отправили просто жить, как они хотят, никак не регламентируя диету или тренинг? Вот несколько исследований мне попалось, они имели аналогичные результаты, что в течение 6 лет наблюдения был четкий тренд на снижение веса от минус 13 до минус почти 30 килограмм. Да, может быть, за 6 лет 13 килограмм – это не какие-то сверхневероятные результаты, но суть в том, что с годами мужчины не набрали, а даже снизили массу тела. И вот интересно, да, как это опосредуется вообще, почему такие результаты получаются. Сейчас подведем итоги, сделаем выводы, частично основываясь на том, как я интерпретирую данные работы. Достаточно много и давно изучаю эту тему. Поэтому сейчас постараемся все это причесать к выводам. Ну, во-первых, что мы узнали? Инъекционный тестостерон действительно дает небольшие преимущества в снижении процента жира. Небольшие, если над этим дополнительно не стараться и не сфокусироваться. Это однозначно 100%. У меня очень много случаев, когда люди хотели с помощью препаратов тестостерона улучшить свою форму, но никак не изменили свою жизнь. Форма их не улучшилась и ни на килограмм не снизилась. Далее. Инъекционный тестостерон всегда дает периоды сверхфизиологических концентраций на какое-то время. Ну, так устроены препараты, которые у нас есть на рынке. Они не снижаются в ответ на дефицит. Поэтому преимущество для роста и сохранения мышечной массы, безусловно, есть. Напомню, что я сейчас говорю о физиологических нормальных значениях для мужчин, которые были в дефиците. И касательно последнего исследования, рискну предположить, что инъекционный тестостерон все-таки несет опосредованный поведением эффект на массу тела. То есть мужчина, который был в гипогонадизме, используя препараты, наверняка почувствует себя значительно лучше, почувствует себя более энергичным и будет эту энергию реализовывать. Соответственно, скорее всего, его образ жизни несколько поменяется, может быть, даже неосознанно, со временем станет более активным, и это станет хорошим подспорьем для снижения веса, вот такого вот медленного, да, в течение 6 лет, как мы наблюдали. Ну и также возможно само по себе влияние на композицию тела, то есть увеличение количества тощей массы, снижение процента жировой массы, это уже влияет на расход энергии в покое, мы про это помним, да? Тема тестостерона, конечно же, огромна, и есть огромное количество аспектов, которые можно было бы здесь обсудить. Мне хотелось здесь донести до вас, что какие-то самостоятельные эффекты тестостерона все-таки переоценены в масс-медиа, но глупо отрицать, что все-таки эффекты есть, определенные преимущества действительно он дает. Но хочу акцентировать внимание, что эти преимущества максимальны для тех, кто имеет пониженные уровни изначально. Мы здесь вообще не говорим о дозировках, которые используют спортсмены. Это совершенно другие цифры. Дальше перейдем к женщинам и оральным контрацептивам. Вот сколько я не пыталась найти работ, я потратила на это несколько вечеров, чтобы поискать
будет ли хоть одна работа, которая подтвердит, что оральные контрацептивы ведут к увеличению веса. Ну, то есть, чтобы эта работа была достаточно качественной, чтобы ее не стыдно было привести в пример. И вот не поверите, я ни одной такой работы не нашла. То есть работ очень много, экспериментов множество, но нету подтверждающих данных. При том, что я не сомневаюсь, что наверняка у вас, ну, у меня таких пациенток очень много, у коллег тоже много, и знакомые, которые начала принимать оральные контрацептивы и набрала вес. Причем часто это очень внушительные цифры. Я даже на приматах вот нашла исследование, которое показывало, что расход энергии в покое растет, ну немножко на самом деле, но растет, и обезьяны с ожирением стали немножко худее. А на женщинах тоже видела исследование с расходом энергии, то, что он немножко повышается. Но так и непонятно, как нам продолжать не замечать этого слона в комнате и огромное количество историй о том, что вес действительно растет. Происходят ситуации у девочек, когда они набирают большое количество килограмм. С учетом того, что у меня нет подтверждающих данных, я интерпретирую это так, как я это вижу. Ну, во-первых, в некоторых работах указывалось, что было небольшое количество пациенток, менее 10% в работах, которые показали значимый набор массы тела, более 15%. Я вот это графически пыталась представить, что у нас есть вот такая вот группа аутсайдеров, которые в общей статистике где-то теряются. Обычно как происходит это сравнение? То есть берут группу девушек, которые принимают оральные контрацептивы, и берут группу контроля или группу, которая принимает плацебо. Наблюдают за ними какое-то время и потом делают вывод, действительно ли в группе контрацептивов чаще девочки набирают много массы тела. Ну вот, то есть в статистике, даже если есть вот эти вот люди, они могут расплываться, потому что не только оральные контрацептивы могут приводить к повышению веса. И в группе контроля, и в группе плацебо тоже могут происходить такие ситуации. Это мои личные догадки, интерпретации, но дальше я расскажу, почему я так думаю. Во-первых, что такое вообще оральные контрацептивы, чтобы вы понимали. Я думаю, многие не знают. По понятным причинам, в общем-то, оно вам и не надо в большинстве своем. У женщин есть два основных половых гормона, которые регулируют менструальный цикл. Это эстрадиол и прогестерон. Вы видите, что вот по данной схеме, вы видите, что их уровни разные в течение цикла. Это, в общем-то, обеспечивает нам созревание яйцеклетки, овуляцию. Если не происходит беременности, потом уровни гормонов падают, вот здесь это указано, и происходит менструация. Как это делают оральные контрацептивы? Мы видим, что это, почему комбинированные, то есть содержащие два гормона таблетки, которые девушка принимает, и у нее плюс-минус вот одни уровни половых гормонов на протяжении всего приема. Потом она принимает либо пустышки, либо перестает, соответственно, имитируется то самое падение, и приходит менструально-подобная реакция. В основном все комбинированные оральные контрацептивы содержат этинилэстрадиол, то есть эстрадиол там в большинстве одинаковый компонент, а вот второй компонент, прогестин, у него есть разные вариации в разных оральных контрацептивах. И вот он больше всего нашего внимания на самом деле заслуживает относительно данной темы. То есть это не сам прогестерон, а какая-то похожая на него молекула. Как действуют половые гормоны на наш аппетит и пищевое поведение, в целом изучается достаточно давно. Очень много таких работ на различных животных. Но вот в данном ревью нам, например, делают вывод, что эстрогены, скорее всего, снижают потребление пищи. А вот прогестерон и тестостерон могут стимулировать аппетит. Почему я хотела остановиться на прогестинах? В целом,
Не только оральные комбинированные контрацептивы есть для контрацепции и других задач, но и вот только прогестиновый компонент. И работы, которые изучали влияние прогестинов на массу тела, они уже нам показывают, что действительно есть наблюдение, что они могут увеличивать аппетит и могут вести к значительному увеличению массы тела. Более того, некоторые прогестины используются для лечения кахексии, для лечения анорексии, чтобы стимулировать аппетит, и это реальные известные данные. Другой вопрос, что это другие молекулы, они могут иметь другую дозу, тем не менее такой эффект у прогестина может быть. Также вот как пример работы есть, которые нам говорят, что вроде бы прогестиновые контрацептивы и не влияют как-то особо опять на массу тела, но тем не менее я сейчас подойду ближе к разгадке, и картинка сложится. Тем не менее, эта ситуация реальна, когда приходят девушки и говорят: я набрала 15 килограмм за 3 месяца, там 30 килограмм за год, и все в таком духе. И тут у меня есть объяснение. Я обычно с такими девочками очень-очень-очень подробно разговариваю, и мы начинаем выяснять возможную причину, почему же так произошло. Первая из этих причин достаточно банальна. Женщина обращается к контрацепции, потому что начинает жить с мужчиной или выходит замуж, например. В таком случае у нее кардинально меняется образ жизни. Конечно же, она этого не замечает. То есть раньше она, например, готовила себе сама, что-то перехватывала, особо не заморачивалась, или готовила мама. Тут она начала жить с супругом или с молодым человеком. Совершенно другие блюда, появились какие-нибудь вечерние посиделки. Сейчас прям транслирую то, что мне говорят пациентки. Пиво, чипсы, доставка. Конечно же, очень часто уходит какая-то социальная активность, по крайней мере, в том объеме, в котором она была раньше. Танцы, дискотеки, какие-то развлечения. И также это может совпасть с периодом, когда человек начинает работать. А работа очень часто равно пассивному образу жизни, да, особенно когда работа сидячая. И начинается из дома на работу, там весь день сидишь, с работы домой, приготовить покушать, поесть, и, в общем-то, вот как-то так. То есть бывают истории, когда четко прям прослеживается вот такая причинно-следственная связь. И то, что люди говорят, что как бы в моей жизни ничего не изменилось, если они не считают калории, это неудивительно, что они не замечают. Потому что как мы привыкаем? У нас есть определенный вес, у нас есть определенный аппетит, привычный образ жизни, и мы все это неосознанно поддерживаем на каких-то одних значениях. Потом вроде бы мы также продолжаем жить, даже можем немножко поменять питание, но вы сами знаете, как несложно. Сейчас уже, наверное, сложно 700-800 калорий не досчитать, но когда вы в этом ничего не понимаете, это очень легко. То есть 800 калорий – это, мне кажется, прям сущие пустяки. Я, если считаю на глаз, потом вечером сажусь, вспоминаю все, что не записала, у меня и 1000 насчитывается нормально. Так что, да, человек не замечает, но вот это происходит. Вторая ситуация, которая абсолютно очевидна, это набор жидкости, задержка жидкости на фоне приема контрацептивов. И, может быть, даже менопаузальной гормональной терапии, то есть то, что используется для женщин в менопаузе. Это обычно тоже прослеживается четко. Только начала принимать, сразу плюс 2 килограмма. И этот отек, он никуда не уходит. Перестала принимать, 2 килограмма исчезли. То есть настолько очевидная причинно-следственная связь, что глупо было бы ее отрицать. Не у всех, конечно. Кто-то принимает, и все великолепно, и нет никаких совершенно проблем, все нравится, все замечательно. Но у кого-то вот есть такой побочный эффект, который мешает человеку жить. Не нравится ему этот эффект, не нравится смотреть на себя в зеркало. То есть вот этот тоже момент не отрицаем. Можно попробовать поменять оральный контрацептив, можно перейти на трансдермальные. Обычно они меньше дают подобных побочек. И следующий момент, в котором я полностью убедилась, когда у меня была одна очень интересная пациентка.
реально повышение аппетита. Как я уже сказала, кто-то может не замечать, потому что не досчитать 800 тысяч калорий – это ерунда делов. Я когда обычно перевожу пациенткам в продукты и объясняю, они говорят, ничего не изменилось в моей жизни. Говорю, хорошо, ну вот давайте так, вот вы съедите там 2-3 бутерброда в течение дня просто как перекус какой-то. Вы посчитаете, что это кардинальное изменение в вашей жизни? Ну, конечно, все говорят нет. Захотелось тебе пирожное, 150 грамм ты съел, вот тебе, пожалуйста, плюс 600-700 калорий. При этом, может быть, ты и раньше ел пирожные, но ел их 1 раз в 2 недели, а тут начал есть 3 раза в неделю. То есть вроде бы ты также себе позволяешь, но не акцентируешься на том, сколько калорий ты ешь. Поэтому не замечают. А кто-то прямо замечает. Рассказываю клинический случай со своего приема. Пришла ко мне пациентка, которая всю свою сознательную взрослую жизнь весила 45 килограмм. При этом 15 лет она принимала оральные контрацептивы. Ей поменяли препарат. Не знаю, по какой причине, но вот решили поменять. Самое смешное, что у препарата название «Силуэт». Там прогестин, гистадин. На фоне чего девушка поправилась на 15 килограмм за 3 месяца. При этом она сказала совершенно четко, я безумно хотела есть, я очень много ела. То есть не было никаких сложных ситуаций в жизни, не было никаких дополнительных обстоятельств. Просто гинеколог говорит, а давайте-ка мы поменяем, вы уже 15 лет принимаете. Вот так вот было у женщины плюс 15 килограмм. Ко мне она пришла уже 45, потому что это вся ретроспективная история, то есть она вернулась на свой привычный препарат и снизила вес. Вот эта история для меня была прям сверхпоказательной, и я однозначно убедилась, что да, зачастую дело действительно может быть в аппетите. Соответственно, поскольку один из компонентов в коках почти всегда одинаковый, меняются только прогестины, то, что на некоторых может быть такой побочный эффект, а на некоторых нет, и вполне может нам говорить, что виноваты в этом именно прогестины. Также препараты, производные прогестерона, могут применяться и для других ситуаций. Ну, например, Визанна для лечения эндометриоза. Очень часто девочки говорят, что безумно хочется на ней есть. Моя знакомая проходила такое лечение и писала мне, что я готова есть плесневелый хлеб, лишь бы мне поесть. И было тяжело прямо-таки сдерживаться. У нас тоже были участницы, которые рассказывали, что они использовали подобные препараты когда-то до прохождения физикла и набирали. Была участница, которая говорила, что она набрала 9 килограмм за 3 месяца. Она снова начала использовать препарат в процессе прохождения потока и ничего не набрала. То есть снизила вес так, как это должно было происходить, все было ожидаемо. Но даже пройдя физикал, она говорит, ну я же вроде ничего не меняла в своем образе жизни. Ну, в общем, это еще раз подтверждает скучный, банальный вывод, как мы не замечаем и то, что профицит ведет к набору веса, а дефицит ведет к снижению. Друзья, спасибо большое за внимание. Я вам желаю поддержки ваших результатов, улучшения их. И, возможно, до новых встреч. Специально оставила инстаграм-ник внизу слайда. Приходите, будем дружить. Всем удачи!